Коллеги, всем привет! Порой для задач визуализации, а иногда для навигации, нам требуется получить аннотации в виде 3D объектов. Сегодня вместе с вами мы создадим скрипт, который позволит нам размещать наши значения пикетов в виде 3D текста вдоль трассы с определенной частотой по отметкам заданной поверхности. Для того, чтобы нам с вами построить 3D текст, нам необходимо открыть Dynamo. Нам потребуется создать новый скрипт, и для работы нам будет нужен пакет Kember. Если у вас его нет, то скачивайте его по поиску. В пакете нодов Kember необходим нам нод, который называется By Coordinate Systems. То есть с помощью этого нода мы будем размещать 3D текст. И как видим, ему нужна система координат, текст, шрифт, ну и так далее. А первое, что мы подадим, систему координат. И систему координат возьмем из начала координат by origin. Вот так вот. Текст — это то, что мы будем подавать. Можно либо через код-блок с двойными кавычками, либо отдельно текстовую строку string. Так, фонд. Фонд — это наш шрифт. Есть возможность выбрать шрифт, который у нас имеется сразу же в пакете нодов. Добавляем. Так, пишет какая-то ошибка. Подано нулевое значение. То есть у нас из фонтов мы ничего не выбрали. Выбираем. И смотрите, нод сразу же становится активным. То есть темнеет и отрабатывает. И как видим, что-то у нас уже с вами получилось. Далее нам необходимо задать масштаб, толщину, выравнивание, параметр полужирности и курсив. Для того, чтобы задать масштаб, мы будем использовать слайдер. И для масштаба будем использовать значение от 1 до 10 с шагом 1. Да, видим, что все работает. Для того, чтобы все это дело у нас выглядело красивее, то есть мы можем еще задать толщину и толщину привязать к масштабу нашего текста. Это сделаем через код-блок и через формулу. То есть 10% от масштаба. Все, смотрим. Да, все меняется, все корректно. Выравнивание текста. То есть в пакете нодов у нас есть нод, который также это выравнивание задает. И если посмотреть, то на выходе мы получаем просто числовое значение. Зная это, мы можем уже воспользоваться обычным код-блоком и сразу же подать то числовое значение, которое нам нужно. 1, 2 там, и так далее. Предлагаю остановиться на выравнивании. И необходимо подать логические значения правда или ложь в два последних параметра. И здесь нод типа boolean нужен. Раз. И то же самое 2. То есть здесь уже мы с вами можем, меняя параметры, задавать нужное отображение. Ну, для нас в данном случае это необходимо. Мы с вами разобрались, как формировать 3D текст. Следующим моментом у нас будет, как этот текст вернуть в AutoCAD, то есть в рабочее пространство AutoCAD. И для этого нам необходимо полученную геометрию в Dynamo, которая сейчас синим выделена, перенести в пространство AutoCAD. Делается это нодом ByGeometry, то есть та геометрия, которая сгенерирована, 6 солидов, да, на каждую букву сформирован отдельный солид. Мы подаем пространство AutoCAD, пространство модели, Model Space, и текущего документа. А слой, куда мы будем записывать наши объекты, можем также использовать это текстовое значение. Все, и как видим, что у нас разместился наш текст. Здесь единственное, что когда у нас много объектов, то у нас с вами формируются отдельные солиды, что в принципе может быть не очень удобно. Потом случайно передвинули, удалили и так далее. Поэтому лучше солиды объединять. В этом случае у нас
solid будет один единый на весь наш текст. Ну и как я говорил, текст можно заменить на стринговое значение. И таким образом у нас получается наш текст в пространстве автокада. Так, с тем, как размещается текст, мы с вами разобрались. Теперь мы с вами хотим вывести конкретную информацию, а это информация по трассе. У меня в чертеже есть трасса. Вот она там как-то расположена. Для того, чтобы ее получить в Dynamo, я воспользуюсь нодом, который находится в пакете Seal 3D Toolkit. В разделе Selection, то есть выбор. И смотрю, что на текущий момент у меня в полученном ноде я имею возможность выбрать ту же трассу, которая у меня находится в чертеже. И далее мне необходимо получить список пикетов. Для этого я воспользуюсь нодом Range. И начну от начала трассы. Для этого необходимо здесь получить начало трассы Start Station. И до конца трассы End Station. Шаг будем задавать через слайдер. Наверное, от 20 до 100 с частотой, пускай будет 1 метр. Все, мы с вами получили какое-то количество пикетов. 20 это, наверное, перебор. Сделаю 100. Да, и тогда у нас получается 40 пикетов. И к этому списку нам необходимо добавить конечный пикет. То есть вот этот пикет, который у нас не попадает в выборку, его необходимо сюда добавить. Для этого воспользуюсь add item to the end. То есть вот этот список, подаю его сюда. И таким образом этот список уже будет на 1 единицу больше и будет включать конечный пикет. Так, чтобы нам еще это все в красивом виде подать, необходимо текст отформатировать. В пакете нодов у нас есть для этого Station Formatting. Подаем. И теперь у нас пикет выглядит более красиво. Ну и для того, чтобы у нас они совсем назывались так, как привыкли инженеры, с подписью пикет плюс переменная. Все, теперь у нас вот есть тот текст, который мы с вами будем подавать. Подаем его вместо нашего текста. Так, здесь я все это выделю. Ну, смотрим, у нас все пикеты разместились в одну точку, что, соответственно, не совсем верно, и нас устраивает. Все они разместились в начало координат. Нам необходимо их разместить в правильное местоположение, то есть в точки, соответствующих вот этим пикетам. В Civil есть возможность получить системы координат для трассы в указанных точках. Смотрите, часто показывается такая ошибка, она на работу не влияет, но дает нам вот такое уведомление. При этом нод будет корректно отрабатывать. Видим, что у нас точки получены. Теперь мы вот эту систему координат подаем в нод по формированию текста. Он запускается. Так, и смотрим, что у нас здесь. Да, здесь у нас получается солиды. Слой я удалил. Давайте сделаем 0. После вставки мы видим, что у нас появился 3D тело. То есть, в принципе, все правильно, да. Видим, у нас 41 объект разместился. Но есть такой нюанс. Если мы перейдем в 3D пространство, то текст у нас будет лежать в нуле. При этом сам коридор нашей дороги будет находиться на какой-то отметке. Поэтому нам необходимо проработать этот момент дальше.
и задать правильную отметку. То есть нам необходимо откорректировать вот эту систему координат, сдвинуть ее наверх. Отметку мы будем брать с поверхности, которая построена по верху нашей дороги. Для этого нам потребуется нашу систему координат сместить. Для этого у нас есть node translate. Будем менять систему координат. Так, временно пока сделаю заморозку. Direction будет у меня Z-axis, то есть ось Z. Z-axis. И дистанцию мне необходимо считывать отметку в точке, которая находится на конкретном пикете. Для этого мне нужно выбрать сначала поверхность. Опять воспользуюсь нодом из пакета Seal 3D Toolkit. По выбору элементов буду выбирать поверхность по верху дороги. И с помощью стандартных нодов буду считывать отметки этой поверхности в конкретной точке. Вот здесь. Но для этого мне потребуется получить координаты x, y. У меня есть система координат в каждой точке. Из нее я могу получить координаты точек начала. Точки получил. Из этих точек я смогу взять координаты, используя код-блок. И далее уже эти координаты подать в нод. Теперь у меня в каждой точке имеется отметка. И эту отметку я подаю в ту дистанцию, на которую необходимо сместить. Теперь система координат все смещены. И уже смещенную систему координат подаю в наш нод по созданию 3D текста. Так, чтобы все было более организовано, построю таким образом. И сделаю разморозку нашего текста. Сейчас скрипт отработал. Построился текст. И если мы его перейдем в 3D вид, то он уже будет расположен на нашей правильной отметке. Единственное, что у нас текст остался как-то ниже, чем он должен быть. И нам этот текст необходимо поднять, задав какую-то корректирующую отметку. То есть тот Z, который мы с вами здесь получили, его необходимо увеличить на какое-то число. Будем для этого использовать слайдер. И смещение текста, допустим, пусть от 1 метра до 10. Это то на расстояние, которое будет смещаться. И по умолчанию, допустим, сделаем 2 метра. 2 метра. И дистанцию подадим теперь в нод. А скрипт повторно отработал. Так. И повторно запускаем проезд. И текст у нас уже находится выше нашей поверхности. В принципе, можно сказать, что наша задача с вами решена, но можно пройти дальше. Сейчас наши объекты получаются в виде 3D солидов. Это может быть не всегда удобно, поэтому есть возможность сразу же получить не 3D солиды, а блоки. Так, для этого я пока временно приостановлю работу и удалю текст по размещению. То есть ту геометрию, которую мы сейчас сформировали, мы их будем размещать в блок. Для этого воспользуемся пакетом Seal 3D Toolkit и блок Reference Not by Geometry. То есть мы будем с вами подавать геометрию. В Location необходимо подавать систему координат, которая у нас является общей by Origin. Далее имя блоков, которые мы будем получать, они могут быть взяты вот из наименований наших пикетов.
Так, видим, что у нас нод потемнел, то есть он уже может быть отработан. И единственное, что нам еще вот здесь нужно поправить, если мы сейчас подадим все солиды, все 41 солид, они попадут в один блок, что не совсем правильно. Нам необходимо эти солиды разделить, то есть список из солидов разделить по одиночке. Поэтому мы сделаем нарезку нашего списка по одному объекту. И этот список уже подадим в наш блок. Все, запускаю скрипт. Скрипт отработал, создал 41 блок. И смотрим, что у нас получилось. Выбираем, да, видим, что у нас есть блок. И у нас есть имя этого блока. Продолжая дальше работу, мы можем данные блоки использовать не только для визуализации, но и для навигации в Naceworks. Для этого необходимо присвоить наборы характеристик. Создам набор, который будет называться Пикетаж. Будет применяться к объектам вхождения блока. И это будет у нас автоматическое свойство, программная характеристика, которая будет просто читать имя нашего блока. Все, добавляю, сохраняю. Окей. И необходимо ко всем объектам добавить наши наборы характеристик. Видим, вот они добавились. Чтобы не добавлять вручную, можем воспользоваться переменной, которая называется AEC, PSD, AutoAttach и параметр 1. В этом случае ко всем объектам будет добавлен набор характеристик. Ну и можем проверить. Да, набор добавлен. Для того, чтобы этот скрипт можно было использовать в Dynamo Player, нам необходимо задать входные параметры, которые будут определять пользователей. Это однозначно будет выбор трассы. Необходимо указать частоту вставки 3D текста. Далее необходимо указать относительно какой поверхности будет задаваться смещение. Расстояние смещения от поверхности. Размер текста. Ну и в принципе все. Тем самым мы получили скрипт, работу которого вы видели в начале видео. А в Naceworks это будет выглядеть следующим образом. То есть у нас с вами есть пикеты, и мы можем осуществлять по ним навигацию. Как вы понимаете, аналогичным образом можно размещать любые аннотативные объекты, будь то название улицы или отметки или что-то третье. Так что экспериментируйте, пробуйте развивать